Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу, кто-то считает вот так, как будто бы, знаешь, так на старт пальцы Мгм. выбрасывает. Вижу, одна единица такая белая появилась, от сектора интерферентов к сектору магии. Вот так как... И кто-то от сектора интерферента вот так считает, как выбрасывает пальцы. Один. Снова один. И в секторе магии это как что-то срабатывает. Хрустнул, палец сломался. Мгм. Да. Так, ладно. Оценить Викторию от всех и всего. Мгм. Поднимайся выше. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Лидии. Лидия. 1, 2, 3. Так, я ее вижу. Она в таком сияющем пространстве, а под ногами э, такое черное. И она как-то то поднимается, то опускается в это черное пространство. И вижу там вот этот палец. Это уже не на первом сеансе этот палец. Нужно смотреть, что это за палец такой. Так. Угу. Вот. И есть, смотри, вот мне приходит как перст Божий, а это что-то противоположное, да. И вот этот палец, он вот где-то здесь, где подписание контрактов. Но как-то, ну вот здесь так. Ладно. Да, это Лидия, я вижу. Угу. Считай сразу эфирная ДНК, ее она ли это? Да, это она. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Да, она разрешает. И вот смотрит на этот черный палец. Я слышу такой хруст. Угу. От Так. этого пальца, да, тянется в сектор магии, а в магии что-то светится в секторе магии. Так, Виктория, посмотри, что это за палец, как он считывается, что это такое, что это за энергия. А можно я посмотрю на Лидию? Так, Мне интересно, на ней такое... позови ее. Угу. Так она Посмотри. здесь. Ага. Платье такое красивое. Угу. А, так, складочки. Под грудью так как это. Такая легкая вся, красивая, молодая. И такие кудрявые волосы, вьющиеся. И как-то вот эти волосы, вот там, где палец, и вот смотрю, там вот это платье, волосы как затягиваются туда. Там как какая-то воронка. Болванка такая и воронка, которая утягивает энергию. И Угу. тянется в сектор магии. Так, Виктория, как вот этот палец считывается? Что это такое? Так. Он так и считывается, как перст Божий. И вижу такой черный палец, который заходит, там как колечко такое, кольцо, но не как обручальное, оно как болванка такая какая-то, грубая, как металлическая. И этот черный палец вот так залазит сквозь этот портал, и такой коготь. И вот так, как по голове, тук-тук, когтем. То есть Угу. подключка вот идет к правой стороне, и в сектор магии тянется. А от Так. сектора магии пошел такой зигзаг в сектор интерферентов, и там такое тяжелое пространство. Сейчас я буду смотреть. Угу. Посмотри, что это за пространство. Нет, я хочу посмотреть, кто в Ну, секторе магии. То есть, приказывай ему проявиться, кто в секторе магии находится, согласно физической ДНК, и отвечать, кто он такой.
Так, там вижу какое-то божество сидит, как будто индийское или буддийское. Оно сидит в позе лотос, Так. как-то висит. И ноги вот так вот, знаешь, и как будто бы ему, этой фигуре, как на игле сидит. Черная такая игла, Мгм. а вот, вокруг как-то руки так сплетены и ноги сплетены, как йога какая-то. И вокруг такие черные, вот так как летают как будто бы, ну, зависли. Такие кружки черные, там что-то есть в этих кружках. В каждом из кружков Так. так, какие-то разные подключки. Вот коричневая, какая-то оранжевая, черная. Так, что это? Эм, Кто он Почему-то... так? Так, кто это такой? Кто он такой? Приказываю ему отвечать. А теперь появилась такая черная борода и такие глаза огромные, как у паука глаза. И это его палец. Так, М. приказываю. Приказывает этому существу назваться, кто он такой. Приказываю ему говорить истину. Вижу экран и вижу лицо Ильи, который вот так поглаживает бороду. Мгм. А вот это, что висит у него, штук идет мне 7. Такие круглые, как тарелки. Символы такие. И он говорит, я смотрю, оно считывается как дипломы. Диплом. Мгм. И диплом, и одновременно гаджет, как инструмент. И он вот так это на игле сидит, а вот эти символы, они, он как вытянул, нити идут от того источника, где внизу, к этим гаджетам. И я вижу, что это, я слышу, мифические инструменты, мифические инструменты сознания. Что значит мифический? Я слышу, придуманные властью демонов Понятно. для распознавания Мгм. эгрегориальных эпох, и все они имеют отношение к этому кольцу. Вот здесь. Так, сейчас я М. посмотрю, какую роль они играют. Мгм. Вот одну, вот эту оранжевую я беру, первая. Так. Мгм. Оно выглядит вот как символ цельнозора, как колесо, то, что я вижу. Да? Мгм. Такое объемное колесо. И вижу, как какой-то бесплотный дух, как будто какая-то энергия. Мгм. Сквозь него вот так я слышу с астрального мира и перетекает, заходит разведчик. Вот эта программа разведчик. Мгм. Заходит, я вижу, как заходит вот сюда, а потом зовет вот так рукой и приходит черные такие, считываются как духи. А, а этот разведчик, вижу, вот Мгм. так смотрит уже внутри пространства Лидии, смотрит и вот так пальцем показывает именно на левую ногу, на сектор магии. Сейчас я посмотрю, на что он показывает. И я вижу, он показывает на какую-то практику, которую делает Лидия.
Она тоже сидит в эфирном плане. Я вижу, она сама у себя в секторе магии находится. Там такой, как маленький Тор. Мгм. То есть вот эта ситуация, это пространство. Вот. Я слышу объективная реальность, то есть факт. Был факт. Я вижу, как она буквально вот так переворачивает, и этой практикой, энергия движется изнутри вверх и обволакивает тело, и вот так. А она делает, эта практика наоборот, то есть она останавливает свою энергосистему с помощью этой практики медитации какой-то и запускает энергию обратно внутрь. Вот. И от этой практики идет подключка черная, тоже там в этот сектор интерферентов, откуда это все идет, к одному М. источнику. И вот этот разведчик, кто он? Я вижу, вот, золотой шар. А я ж подумала, никто еще ни разу не говорил ни о каких золотых шарах. Я первый раз услышала золотой шар, что люди рассказывают, что еще и золотой шар, оказывается, был. М. Так. Вот, так вот этот золотой шар, он работает как разведчик, вот, Мгм. который выискивает, я слышу, провалы. То есть, Мгм. когда человек сделал какую-то вещь неправильную, оно как будто он провалился, так и считывается провал. Вот. Мгм. Так. Что в момент этой практики Лидии проходило при вызове этого золотого шара, что происходило с ее эфирным телом, что это было за Я подключка. вижу, как Мгм. это работает, как эти программы натягиваются на программы. Я вижу, как этот разведчик разведал, позвал духа. И черный дух тоже сквозь этот портал проникает именно в ту ситуацию, именно в ту ситуацию, которая была. Вот Мгм. это магия, то есть какое-то намагичение. И в этот момент вот то, что было, оно начинает э, вот так как энергосфера так как застыла. И в этом пространстве все как застыло. Всегда так бывает, когда человек идет против интересов своей души и делает что-то абсолютно противоположное. И я вижу, как эти остальные духи заходят и обматывают как катушку, вот так черной проволокой. Вот это кабель такой, ее энергосферу именно вот а, по этому, Мгм. как ее тело вот так Да, хорошо. блокируется, буквально как Мгм. сжимается, вот как удав сжимает своим телом свою жертву, кольцо делает. Вот точно так же. Поэтому вот змей вот это сила Мгм. обмотала, и вот куда-то оно туда ведет, слышу, в нижний астральный мир. Мгм. Это мир духов, программ, вот этих живых, потому что все пространство живое. Так, и что ее энергия Лидии уходит по этому каналу? А, Этот черный канал, он ее как бы связал с Ильей. Мгм. Сейчас меня интересует, м, почему она палец сломала. Посмотри, как это связано. Да. Решение пройти, я слышу сеанс, и увидела лицо ее мужа. Мгм. А, Я вижу, что
мне идет, что она как будто бы, то ли он тоже с ней занимался этой практикой, то ли она ему послала, но вижу, я увидела его лицо, и вокруг него вот такие же, как у Ильи, вот эти механизмы, у него такие же. Мгм. Вот и откуда идет та фраза, даже не хочу я это озвучивать, она просто черная, и это дата. Мгм. Так, сейчас я приказываю Илье отвечать, зачем он. Мгм. Вмешиваться в пространство Лидии. Зачем ему это нужно? Приказываем отвечать. Он говорит, что он ищет бессмертие. Я вижу, что это его дата. Мгм. Мгм. Так, хочет, перекинуть. Не хочет? Да, это переброс Мгм. кармы, чтобы я вижу, чтобы Лидия дала согласие на это, потому что мужчина оберегает женщину, женщина оберегает мужчину. А я вижу, что ее палец такой сияющий, а, вот там, в том нижнем, сейчас будем идти туда, в нижнем астральном пространстве. И он вот так, как вот так делает, как раздражает, Мгм. ну, или хочет что-то так поковырять, знаешь, разгрести, ну, как ногтем бывает, вот что-то прилипло, хочешь там его отслоить. Вот она вот так это делает там. И когда она это сделала, она говорит, я узнала причину смерти. И как она только это сказала, там этот палец появился ее, то есть она своим сознанием, а, вот эти ситуации, когда первый муж, он то ли душил ее, что-то делал, Мгм. Да. этот Илья в этот момент своими этими черными глазами так пшух, сразу внимание туда, туда же. Вот. Ну, это М. вот внутреннее сопротивление сработало. И в этот момент я вижу, как эта катушка, образно говоря, то есть она, когда она вот так, ее этот змей там замотал в той ситуации, когда она делала эту медитацию, он резко потянул так, что у нее так вот так прямо по талии перетянулась, как осиная талия. Это программа предательства, чтобы она приняла это. И вот эти Мгм. черные все энергии от Ильи, они потянули ее так. И заблокировалась. Тот палец как будто бы энергетически оторвался от нее. Та часть энергии ее сознания. Остался только маленький, вот я смотрю, осталось ли? Да, и осталась такая ниточка к ней. И Мгм. я слышу, я не хочу умирать. То есть на какую-то блокировку, страх смерти. Да, а в секторе притянулась это вот эта ее частица души, когда ее первый муж душил. Она сильно испугалась. Он ее душит, а она кричит, что она, ну, ее душа как бы кричит, что она не хочет умирать. И именно на эти программы смерти и притянулся вот этот разведчик. То есть вот так вот. Мгм. Да, хорошо, потом с причинами разберемся. Видит ли Лидия вот этот момент, что произошло, когда она вызывала этого золотого помощника? Да, она видит, и она показывает, что в эфирном плане это вот так выглядело, как будто бы она
вот так палец намочила в это черное пространство, и вот этот золотой шар у нее вот так на пальце и остался. Ну, вот это выражение а, мочать пальцы Мгм. в магии. То есть, что обозначает вторгаться в пространство, нарушать Мгм. кон равновесия и кон доброй воли. Так, что в этот момент Лидия на что согласилась? Она говорит, согласилась быть уязвимой, подписывает контракт. Мгм. Так. Говорит, носить с собой золото, помнить о прошлом. И слышу вот так, показывает кадык, и вот это слово какое, то ли кырдык, то ли вот так вот, и Мгм. так вот показала. Так, приказываю всем сторонам этого контракта проявить согласно эфирных ДНК, встать по старшинству. Проявляется в секторе интерферентов, давно вот в последнее время вот что-то начали вылазить, рептилоид с хвостом прямоходящий. Мгм. Вот когда я смотрела на Илью, это что-то новое, да. Он, полностью считывается с этим рептилоидом. Мгм. Считывается как, Илья, как пульс сознания рептилоидного. Мгм. Так, хорошо. Кто там еще интерференты есть? Э, Стороны контрактов. Вот этот рептилоид, и там ниже, ниже, ниже куда-то, слышу сегмент власти. Ам, Мгм. Что, мне туда прям лететь или как? Нет, просто определить, кто стороны контрактов. Не Так, надо я туда приказываю им погружаться. проявиться. Давай Согласно их я чё-то туда полетела, как возвращайся, Виктория, поднимайся выше. все отменяю. Мгм. Так, Отмени. слышу сердце дьявола. Мгм. Как-то будто разобрано все. То есть, сердце там отдельно, и потом он раз, как вторую чакру спрятал, и палец этот тоже отдельно черный. А, Мгм. Вельзевул, он как собранный, с разных частей. Вот этот, символ этого духа, дух Мгм. мироустройства дьявольского, скажем так. Вот этот Вельзевул как собранный с запчастей, которые не стыкуются друг с другом. Вот это, да, их Мгм. шизофрения, поэтому адекватные люди не могут их, понять, потому что там логики нет, там разодраны все логические связи. Да, хорошо, Виктория. Давай посмотрим. Поднимайся выше. Да. Давай посмотрим, на что условия контракта Лидии. Вижу, она вот этим пальцем с таким шаром золотым, Мгм. и она как-то так стучит, говорит, что она будет с ним. Так, с кем Будет с с кем? Вот этот золотой шар, как указка, то есть, он взял под контроль ее же палец, ее вот этот М. сияющий палец, Мгм. который как указка, ам, то есть, она сама, получается, вот так, идет информация, что вот это же ее, сама же, ее решение запустить врага, в свой стан. И вот этот разведчик, он как бы сотворен с ее же энергией. То есть она Мгм. сама себя предает. Да, это так. И вот этот символ, что ее сильно так сжали, вот это
программа «Оса», предательница. Ну, Мгм. вот. Так, что дала Лидия взамен вот этого ее? То есть она приняла вот этой энергии на палец. Что она дала в этом контракте? Я слышу мужа. Вот появляется, он находится как в секторе магии у этого Ильи символ. А она говорит мужа. Мгм. Да, хорошо. Рациональная Лидия отказывалась и отказывается от всех этих вызывания духов. Пусть она зайдет, ее сознание в тот момент полностью откажется соприкасаться с этой магией, расторгает контракты и Вот я приказывает вижу, Илье. она стоит и Мгм. смотрит, Мгм. всматривается в этот контракт и смотрит так на символ ее мужа, и она вот так берет руками и как разгребает, знаешь, вот это, и говорит: "Ни за что". Мгм. И я ей передаю, чтобы она отменила свое решение даже смотреть этот канал, соприкасаться. И приказывает сейчас Илья, он вторгся в ее личное пространство. И пусть она ему Мгм. приказывает убирать его же руками все его воздействия, всю его ложь. Мгм. И призывает силы кармы за эту ложь и насилие. Пусть этот Илья сам его руками забирает его все энергии, насилие. Пусть он применяет это все, что его насилие на нем же. И я вижу, как с этого пальца, с ее, это золотой этот шарик уходит. И вот эти цифры 2029, Мгм. они вот так всплывают, этот дух, и я передаю ей, чтобы она все крючки и зацепки тоже убирала, полностью отказывалась от всех этих религиозных обрядов, этих эзотерических обрядов и отменяла все эти медитации. Вот. Мгм. Я ей говорю, чтобы она зашла в каждый из моментов, когда она вредила своей душе, когда она соприкасалась с магией, и в этот момент я вижу, как это черное, оно как петля считывается, имплант А, такой на мгм. пальце, Да, вот, так. и чтобы она освобождала все ее меридианы, выталкивала все эти подключки, чипы, импланты, и я вижу, как она забирает а, ну, как образ своего мужа и перемещает в сектор, перемещается как сияющий шар, а это черное уже ушло. Я ей передаю, чтобы она полностью сожгла все эти энергии, сотканные магией Ильи, отказалась подчиняться его воле, запретила э, открывать и разрешать вхождение в ее пространство, и забирала все эти решения. Я вижу, как она через эту ниточку, как за руку себя подняла. И я вижу еще так, чтобы она сожгла и полностью уничтожила все эти конструкции, созданные Ильей, а Илье приказываем убирать его воздействие, всю его магию к Мгм. нему же и призываем восстановление конов кармы. Мгм. Призываем силы кармы, восстанавливаем. Я вижу, что сейчас ее снова, она вот так переместилась в сектор миссии, и я вижу, что она несет такой палец, как на какой-то тарелке. А от этого он как отрезанный палец, сияющий. А, не отрезанный. Мгм. Сейчас я рассматриваю, а он как человеческий палец, а от него Мгм. такая подключка черная, как продолжение. А, сектор взаимодействия. Вот оно что. Сам человек указывает врагу,
на свои же слабые места. Это вот программа такая. Мгм. Представляешь? Всё. Так, и тянется это вот в сектор туда вот интерферентов. Так, кому эта конструкция принадлежит? Приказываем проявить согласно эфирным ДНК. Кто хозяин этой конструкции? Так, проявилась такая клякса. Мгм. Посередине такая чья-то морда. Так, чья это морда? Приказываем ему отвечать, кто он такой. Ну, типа лица такого. Мгм. Ну, говорится, Танаил. Мгм. А, он Так, творец. творец Говорит, этой. творец безбожного пространства. Мгм. Так, есть у этого Сатанаила частицы души Лидии? Он говорит, что у него ее палец. Мгм. Так, ладно. От, Отсоединяйся или поднимайся выше, Виктория, от этого Сатанаила. Да. Давай посмотрим то событие, когда Лидия потеряла этот палец. Что это было за событие? Так, вижу, что она одевает какой-то шлем. Вот это красивое в платье, как нимфа какая-то. И вижу, что она так пальчиком вот так, как в такой пыли, как что-то хочет найти. Так, спроси её, что она делает. Я вижу, что она находится в божественном пространстве. Мгм. Она находится вот там, где сектор Первотворца, в этом сиянии. И вот так сильно-сильно протянула руку. Здесь такое пространство мутное, серое. И она сквозь это серое пространство вот так, как пальцем там что-то как ковыряет. Ну, вот как будто хочет пыль так, знаешь, Мгм. раздвинуть в разные места. Вот. Так, что это она делает? Какая цель её? Ну, я слышу точь, то есть трогает. И я вижу, когда она это потрогала, то этот ее палец а, начал как гореть, как уголь. И ей больно, но его там как зажало. И Мгм. она уже не может оттуда его, ну, не могла вынуть. И образуется такой, как шар золотой на пальце. Мгм. Вот. Слышу, да, контакт. Вот Мгм. это точь, контакт. И Так. здесь такая черная какая-то штука в секторе принятия решений и подписания контрактов. И от нее тянется такого золотого цвета подключка. И что-то тут как... Это какое-то, я слышу, медийное пространство, Хм. информационное, которое вот так как-то... Так, что же это такое? Оно выглядит, как будто бы в космосе висит какой-то объект черный. На этом черном объекте что-то светится, и от этого черного объекта вот, вот так зигзаг такой идет золотого цвета, как сектор М. магии, а потом вот туда, где этот источник зла. Так, что это за черный объект? Как он считывается? Сейчас я к нему поднимусь, посмотрю. Мгм. Там я вижу, играют на кости.
А, вот так от меня это слева сидит, слышу Сатанаил. Выглядит как этот Мгм. Бафомет. Точно выглядит как этот Мгм. человека-козел. И у него в руках такие кости он бросает. А, а Лидия, она вот там. Она не воплощена, она как богиня там. И вот это свою руку там протягивает. И когда он кинул кости, я вижу, что там какое-то лицо. Там выпало, две такие точечки. Два Мгм. выпало. Ну, Ну, двойка, да, этот понятно. кубик, М, одна Да. сторона, она такая засветилась, и две черные точки. И от этой стороны, где эти точки, подключка Мгм. в сектор магии. А в секторе магии кто-то это так вот подхватил. Хвать, как украл, добыл, считывается, и положил в карман. А это, а это Илья. Мгм. Считывается как черный маг. Черный маг медийного пространства. Мгм. А Что это за кость? сейчас я смотрю. Мгм. И я вижу, как этот Сатанаил, он вот так своим пальцем, вот этим когтем, который я видела раньше, вот так ее как бы призывает, а она вот там. И почему-то она вот трогает вот эту пластину, где черные две точки. Он ее Мгм. соблазняет. От этих двух точек идет какой-то посыл вниз, где сектор интерферентов. Сейчас я посмотрю, что там. И там вот эта картинка, как будто бы стоит такой голенький Адам, а возле него Ева. Ам, А у Адама вот этот его пиндер не его, Мгм. а как будто бы змей проткнул его. Там клубком так свился, а этот пиндер — это как будто этот змей проткнул этого Адама, и это на самом деле вот этот а, пиндер — это дух этого Сатанаила. Мгм. А, а как эта девушка, как Ева, как будто бы, она прячет вот руками, скрывает свое светящееся. И я смотрю, а вот это все у нее светится и считывается как будущее. То есть вот это место женских органов, эти чакры, они все светятся, считывается как будущее поколение. М, Мгм. Да. Так, как с этой ситуацией связана Лидия? Так, я вижу, что каким-то образом вот этот палец черный этого Сатанаила связывается с ее вот этим, то есть два перста а, связываются. Мгм. От нее идет вот этот, как в одну сплошную нить, так, ну, закручивается, как кадуцей. Ее светлая эта энергия считывается Творец жизни, как перст, творящий жизнь, Мгм. процветание. А этот считывается как вот это когтем расковырять, а, как как-то ковырять в магии, доковырять, я слышу, до внутренности. То есть
Вот эта эзотерическая манера все наизнанку выворачивать, то есть вот докапываться, вот это все. Мгм. Так, Да. хорошо, давай посмотрим контракт. Мгм. О чем договорилась Лидия с этим дьяволом? Так, сейчас я смотрю, сейчас я хочу посмотреть сначала, вообще зачем она это сделала. Угу. Да, давай поспрашиваем у Я Лидии, там, зачем. потому что я вижу, вот она, а там еще выше, ее выше, и я еще выше. Угу. Зачем она вообще сюда идет? А она говорит, он убивает наши души. Угу. И говорит, он убивает наши души. И я вижу, вот где лицо Ильи было с этими знаками, там появляется, как слышу, людоед, как этот циклоп, какой-то дикий человек. Угу. Также в нем считывается соблазн. Соблазн. Да, Так. этот Сатанаил, он ее как бы соблазняет войти в его пространство. Угу. Так, а Лидия, зачем она соглашается? Я вижу, она вся такая сияющая, там в секторе первоисточника, и подписывает какой-то сияющий документ, как книгу огромную. Она повернута к первоисточнику. Я Угу. слышу договор о расторжении брака. И Хм. после этого она повернулась и упала, как в это пространство. Сейчас, на эту пластину черную. Сейчас я посмотрю. А, я вижу, что цель ее прихода, то, что она сказала, он убивает наши души. Я вижу, как она берет этот черный палец. Вот она несла сияющий палец, а тут она взяла, как от первоисточника, эту миссию, такой как коготь, как будто отрубленный палец, черный с когтем. Так, взять коготь. И да, Зачем? Какова, какова конечная цель? Что она хочет сделать? Для чего это? да, я вижу для того, чтобы развязать вот эту связь Божественного Духа, ну, буквально я слышу, с преисподней, то есть с этими нижними. И оно развязывается, и верхний мир отделяется от нижнего. Мгм. Так. Верхний сияющий мир Духа жизни отделяется от нижнего, нижнеастрального. Оно считывается придуманного, то есть фантазийного, вложенного. На самом деле там ничего такого нет. И если все забрать энергию света с этой тьмы, то там ничего не останется. Мгм. Так. Что это за механизм, чтобы э, связь вот эту убрать от Божественного Духа с преисподней? Каким образом он? Она говорит, начать смеяться. Так, что это значит? Она говорит, радость духа. Не распылять внимание в эгрегорах, то есть не придавать значения
э, не отдавать свою энергию в те эгрегориальные структуры. И в этот момент Илья, вот там, который сидел, я его запечатала, то он начал двигаться Мгм. в этой позе йога какого-то. И вокруг него такие... Он Я заметушился и Мгм. начал за эти символы хвататься. Я его заморозила, приказываю замолчать. Мгм. А этот Сатанаил, он начал плакать и просить, чтобы она его не уничтожала. И она стала такая огромная, огромная. А этот Сатанаил вот так начал как-то перетекать в этого Илью, и его энергии вот так начали утягивать вот эти все символы вместе с этими крокодилом и с этими символами. Мгм. И вижу, как Лидия буквально снимает с своего пальца вот тут такое кольцо, которое вот здесь было. Она говорит, как мечом отсекла и говорит: "Я не родила духа". Мгм. Ага, понятно. Она отказалась рождать, какого-то духа. Духа Так. взаимодействия. Вот этот, оранжевый этот шар, это Мгм. дух взаимодействия. Вот, и я ей передаю, чтобы она сейчас, расторгла тот контракт. Я вижу, Мгм. что это, знаешь, там нет на физике никаких этих, з проявлений. Это все в духовной сфере, на уровне сознания просто идет. Я ей Пон передаю, чтобы она сейчас забрала все свое сознание, все искры жизни со всех манипуляций. Я Мгм. вижу, как, вот этот механизм, где эти энергии Ильи зацепились. Они просто вывернулись и отвернулись от нее и улетели. Я ей передаю, чтобы она все это уничтожила на полную аннигиляцию, все эти энергии, все эти крючки и зацепки. Я вижу, как уходит эта черная петля. Так, хорошо. И она вот так хвать, взяла рукой этот кубик. Паль А, А это мгм. глаза, вот эти два глаза. Мгм. И Это и она вот так берет, это пластинка, сияющая на кубике с глазами. Мгм. И она вот так берет и выколупывает эти глаза, а это глаза вот, Илья хватается за его живые глаза, за лицо, она свою энергию отколупывает от его. Вот. И я вижу, как этот перст священный, скажем, сияющий, он Мгм. превращается вот в такое все пространство. Эта программа, я передаю, чтобы она уничтожила вот эту программу, выдавать саму себя, и приказывала всем этим интерферентам и Илье с Моной забирать всю их магию, и чтобы она забрала всю ее энергию с тех нижнеастральных пространств, где она когда-либо во всех воплощениях или между воплощениями, или в любом из пространств подпитывала, давала. И чтобы, да, и я вижу, как, оно как печать М. выглядело, э, в секторе Всё. магии. Вот Мгм. этот символ, насчет ее мужа. Он просто вот так, как в третий глаз этому Илье, и все уходит. И сейчас Лидия снимает тот шлем, который она одела черный, когда шла в этот мир. Я вижу, М. как она быстро вытаскивает свою руку, Мгм. вышла в сияющее пространство и снова оказалась, перед этой книгой. И вот так Мгм. как-то рукой и отбросила этот, черный палец.
Мгм. А вот да, и вот этот божественный палец, я вижу, он выглядит, как будто бы с него такая человеческая плоть уходит. Так, кто-то его Что это? ухватил и жрет. Этот Сатанаил. Это тело человеческое, которое выдает. Так, и оно имеет оранжевый цвет. Это кинетический интеллект. То есть вот этот Мгм. золотое пространство энергетическое, это кинетический интеллект. Вот почему у Ильи вот то золото ему надо, то это еще какие-то металлы. Э, Мы запрещаем заколдовывать нашу сферу влияния. Мы влияем Мгм. на наше пространство и запрещаем любую магию, насилие, отменяем магнетизм Не. и отменяем Мгм. свои решения выдавать самих себя этим врагам, забираем всю нашу энергию. Вот. Мгм. Так, вот этот дух взаимодействия или игры — это взаимодействие, которое выдает эти программы. Грехи — это выдают вот эти все структуры, уничтожаем в нашем общем пространстве. Запрещаем Да, наше вторгаться. тело — это наша часть. И я вот Мгм. считывается, как многие не понимают и думают, что тело — это как горшок, в который душа помещена. Ничего подобного. Тело — это неотъемлемая часть, и тело находится внутри нас самих, а не снаружи. Мгм. Физическое Да. тело на самом деле внутри энергосистемы, и мы запрещаем использовать физические тела. И я передаю, чтобы сейчас Лидия запретила использовать. И я услышала этот хруст, этот черный палец сломался и уходит в сектор магии. Я передаю Лидии. Лидии, чтобы она восстановила целостность всех своих энергоструктур, убрала все причины. Я вижу, она вот наклонилась и забрала своей рукой свою божественную часть. Мгм. Щас я и принесла ее вот из этого сектора иллюзий, интерферентов. И я вижу, что сейчас рассматривая ее, и она похожа как фея с таким ведерком, с черным. Я передаю Лидии, чтобы она убрала вот эту программу у себя, уничтожила, подстраиваться под антимир и приносить пользу антимиру. Я вижу, как эта ведерко уходит. Мгм. И эта программа феи тоже уходит. И происходят такие преобразования, и она поднимается, и такое я вижу, как, знаешь, как яйцо откроешь, а Мгм. там такая есть из белка такая ниточка, которая держит желток. Я вижу, как это такая же ниточка к ее энергопространству. Она отрывается, ее энергосистема вся, как огромный шар, поднимается вверх. И в этот момент вот это оторвалось, как будто бы сбоку вот так подключка к антимиру. И она вот так руками берет и как крышку, такая крышка была огромная, она ее вот так выталкивает из седьмой чакры, и подключка это тоже уходит, и вдруг проис... что-то произошло, вот это как оторвалась эта подключка, у нее энергосфера вот так начала сильно-сильно двигаться, и такие внутри, как будто бы цветы распускаются, вот так, вот так, вот так, вот так.
То есть нет Мгм. такого движения в одну сторону, вот так, как графически можно изобразить. Оно двигается вот так, то есть тор заработал правильно, но кроме этого там еще и идут такие, как так и считывается расцвет. М. Ну, очень красиво. Я ей передаю, чтобы она зашла в тот момент сейчас и отменила свое решение, вот позволить сломать ей палец. А она вот так сделала и поблагодарила себя. Вот и в секторе принятия решений что-то есть. Мгм. И Так. я вижу, что там есть. Я вижу, что там есть м, гадание на суженого. Она Мгм. сидит перед зеркалом, она его притянула. Вот этим, да, я слышу ворожба. Мгм. Я вижу, что это выглядит вот так в эфирном плане, что она сидит перед зеркалом, и в зеркале видит то, что у нее за спиной. А то, что за спиной, это фактически магия, потому что магия разрушается тогда, когда человек смотрит вперед на первоисточник, на будущее, потому что все завязки, все зацепки сзади. Впереди человек может выстроить свое новое будущее с чистого листа. Поэтому магия не имеет силы в будущем. Они пытаются, чтобы сформировать будущее, зацепиться за то, что за спиной, то, что уже прошло, за прошлое событие. Мгм. Я Понятно. вижу, как Лидия берет это зеркало, разбивает его и смотрит вот так. А зеркало, когда разбилось, то в нем как черный глаз. И она его взяла. Он такой большой, вот такой. Похож на лампу накаливания или как это? Не лампа накаливания. Вот, я когда-то видела телевизор разобранный, старый советский, и там Мгм. такой был внутри этот экран, который показывает. Кинескоп. То есть это Да. зеркальная поверхность там Ну, или что весь там? все это устройство, которое Ага. внутри находится. Вот. И они раньше это как лампа большая выглядели. Ну да. И вот так похож этот, глаз. Он тоже квадратный такой. Вот. И она, а, я вижу, как, своим пальцем вот там через этот портал, там, где ее душа потеряна из-за этого ритуала, я вижу, она вот достает. Она отменяет. Я вижу, какие-то карты разлетаются. Я передаю, что ее рациональная часть, ее разум, божественный разум, вот я показываю аспекты, Мгм. полностью отрекается от любого, вот это снова слышу дотрагивания даже к Мгм. антимиру, забирают все ее энергии, гармонию. И я вижу, что развязывается этот кармический узел, все уходит в портал, как в канализацию. Так, пусть чистит, передаю. Мгм. Стирает со всех информационных полей своего тела физического все эти блокировки и всю память свою генетическую, очищает от присутствия этого человека в ее жизни и отдает ему карму. Пусть М. все то зло, которое он сделал для нее, пусть Приказано применяет к нему забрать. же. Пусть он забирает и все это насилие его же руками применяет на нем же. Да, я вижу, как, вот эта пластина, где, образно говоря, был Мгм. подписан тот контракт, опускается, и вот это она, ее ноги освобождаются от этого болота, где, она то входила, то выходила. Я ей передаю, чтобы она полностью очистила всю ее генетику от присутствия его, материала любого, всех волн, все пусть очищает на полную утилизацию, также всех мужчин.
отправляет, очищает все ее пространство, Генетику, да, генетику, да. пространство от всех этих энергий, от отпечатков, Я зацепок. вижу, когда она это сделала, то Мгм. где сектор будущего, там как пластина какая-то, что закрывала. И оно ушло, я ей передаю, чтобы она полностью. И там появилось лицо ее мужа, и слышу его имя. Мгм. И он с ней родственные души. Мгм. Вот. И он вот так, как я вижу, как родственные души, знаешь, как соединяются как будто бы. И он вот правильно стоит с правой стороны от нее. Я ей передаю, чтобы она полностью взяла в руки контроль над ее жизнью. Мгм. Да, и запретила вот этим всем слабостям влиять на нее, чтобы забрала всю энергию с тех событий, стерла их. Ничего никогда не было. Все. Мгм. Она пусть родится сейчас своими детьми и своим мужем в ее пространстве, с ее домом, со всем, что ей принадлежит, в чистом божественном пространстве священного духа жизни, гармонии и процветания. А все эти м, Всё чужеродное. портал на Да. утилизацию. Мгм. А Да. ты знаешь что? Мгм. Оно Здоровенько. считывается, да дует на меня этот кондиционер. Мгм. Как сказочность, фантазийность, вот это такая вся, знаешь, белиберда, одним словом. Этот их матрица, это просто жесть какая-то. Вот отправляем эту всю матрицу антимировскую в Мгм. портал, запрещаем влиять на наше божественное пространство, распространяем истину. Истину, гармонии Да. в жизни. Мгм. Хорошо. Так, пусть Вот оно, что она сделала. У нее вот так вот здесь. Она сейчас снимает пояс, знаешь, как по сердцу. И Мгм. говорит, вот так сняла. Вот почему мое внимание было на это платье. Так и хотелось посмотреть, что под платьем. Мгм. Вот. И она сняла этот, Пояс. выбросила. А оно как Мгм. змея крутится. Да-да, отбитое это. Мгм. Портал на утилизацию. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Отсоединяемся от этих ситуаций, поднимаемся все вместе максимально вверх, очистим пространство, чужеродно отправляем на аннигиляцию. Так, Лидия хотела помочь отцу. Пусть она... Давай найдем, где находится душа. Так, он находится в сером пространстве, но не низко. Мгм. Она сейчас очень, буквально слышу strong. Она такие крылья, прямо такие, Мгм. можно их потрогать, такие плотные, такая энергосфера плотная. Мгм. Он вот там находится, ближе к Так, сектору магии, мгм. в сером Хорошо. пространстве. Пусть Лидия передаст ему информацию о ее собственном освобождении. Мы передадим алгоритм освобождения через нее. Если он хочет, пусть он отсоединяется от антимира, все чужеродное и связи все пусть сжигает, поднимается вверх. Если он хочет, пусть он это сделает. Я вижу, как он читает эту же книгу, которая у нее была вот там, в секторе Мгм. первоисточника. И он с другими говорит, и говорит, мы это знаем. И когда он читает, то я вижу вот этот оранжевый палец. И он говорит, что мы это знаем, и мы это ждали. И вот так смотрит на этот палец.
А это Мгм. передача, этот оранжевый палец, это вот передача этого греха, м, обличать, самих себя, показывать, уязвимые места врагу. Мгм. Вот, и он так смотрит, и вижу, как этот палец сквозь эту толстую книгу вот так уходит, уходит, а он с этой книгой вот так как, одним целым становится, и бум, Мгм. переместился вверх. Я передаю Лидии, чтобы она убрала все подключки, привязки ко всем людям и к своему отцу и запретила вторжение в ее личное пространство, нарушать ее границы. Она божественная суверенная душа. Вот, чтобы она Мгм. закрыла все порталы. И вот она вот так смотрит изнутри, я вижу. А, и там, где левая нога, ну, там у нее такой, как портал черный, тоненький такой, Мгм. в сектор магии. И вот так как-то проходит змейкой в правой ноге. Приказываю проявиться, кто находится в секторе магии согласно физической ДНК. Появилась какая-то сине-фиолетовая энергия, переливается и говорит Люцифериус. Мгм. Так, кто Так, на физике был в секторе магии? Передавал эти энергии. Кто на физике был, ему я приказываю проявить согласно его физической ДНК. я вижу руки такие черные, какая-то женщина. И она вот так хлоп, то есть руки Лидии, Мгм. она своими руками, по ее рукам хлоп вот так. И вижу, когда она это сделала, то какой-то дух ей, ага, достает, показывает вот этот квадратик, как одну сторону этого кубика на эти Мгм. кости с этими точечками. Показывает ей. И я слышу этот хруст Мгм. пальца. Так, кто Гадание на... на судьбу. Так. Мгм. Лидия ездила какое-то ясновидящее Вики, которая говорила ей там что-то. Это она, приказывая ей отвечать, ее имя. Это- Да, это она. У Мгм. нее на голове как будто бы змея вот так переплелась, сидит. Мгм. Она предсказала ей будущее, и я слышу, она ей сомнения посеяла насчет мужа. Мгм. Она, я слышу, предала. Предала. Да, слышу ее имя Виктория. Предала Лидию. Мгм. Она предала Лидию, чтобы Лидия предала своего мужа. Так, хорошо. Видит ли Лидия, что произошло на этом сеансе с той Викой ясновидящей? Видит Да, она это? она Мгм. видит. И я вижу, как она снимает вот эту свою половина пружины, как будто бы спереди вот так осталась. Она ей Мгм. отдает и снимает это черное кольцо Мгм. и очищает вот так свое будущее, расчищает. И вот этот символ такого какого-то мужчины, он считывается мужчина, но это программа, выглядит как этот пряник такой, знаешь, ну, мультяшный Мгм. такой. Увидите его Печенька. точно. Печенька, да. Мгм. Вот. Я вижу, как эта Виктория пожирает эта печенька, ее магию, и вот эти спиральки уходят от Мгм. Лидии. Я передаю, чтобы Лидия полностью приказывала, чтобы та забирала все абсолютно ее энергии, всю ее ложь. Мгм.
и очищала все пространство от этой Виктории и от всех остальных магических ритуалов, и отказывалась верить духу этому, духу лжи. Потому что все они пользуются одной и той же, одним и тем же духом, все эзотерики, все лгуны. Это как Мгм. разные предметы пользуются одной и той же электросетью. Хорошо. Вот. То есть Лидия полностью все эти связи забирает, все ее отпечатки из всех пространств. Все, что принадлежит ей, пусть она забирает, очищает, все чужеродное отправляет на аннигиляцию. Энергия утекает, как ручеек такой, это черное с этого портала. Все уходит, а к Лидии возвращается такая книжка, а там написано «Жить счастливо». Потому что жить счастливо– это сила воли, это желание самого человека. Мгм. И она поднимается как ангел вверх. Так, я ей передаю, чтобы она все очистила. Стерла со всех информационных полей все эти крючки, зацепки, приказывала убираться с ее пространства и наполняла ее же пространство ее силой воли, ее гармонией, любовью, чистотой. И вижу, как Лидия как будто вот так глаза протерла, и они вот так Мгм. распахнулись. И когда она это сделала, то вот пошло от нее «Я творец». Ну, естественно, Мгм. точно так же, как мы хотим что-то сделать, да, там вылепить какую-то фигурку, платье сшить или что-то. Оно же сначала рождается в нашем желании, вот, а потом мы это делаем руками. Точно так же делаются и все события. Счастливые, хорошие, все, что мы хотим, мы своими же руками это и делаем. Мгм. Хорошо. Хорошо. Отсоединяемся от этой ситуации, поднимаемся вверх. Мгм. Посмотри сейчас на Лидию, как она выглядит. Так, демонстрирует свои крылья. Показывает, и я вижу, снова вот так, как под платьем мне было видно, точно так же между крыльями, ам, где крылья, там Мгм. есть такая какая-то пластина черная, такие толстые цепи, которые тянутся в сектор магии. Так, кто там магией занимается? В секторе магии приказываю проявиться согласно физической ДНК. О, вижу Лидию. Мгм. Сидит, что-то читает, как будто бы. Мгм. В таком, как в шарике черном. А читает, там написано «магия». Какую-то книжку магическую. Мгм. Я Так. с я спрошу, Мгм. что она делает. Мгм. Она говорит: "Сцепляю". Ну, как сцепить, вот так, знаешь. Мгм. Сцепляю. О, показывает вот этот черный палец и вот этот сияющий палец. Мгм. Говорит: "Для создания брака". М. А Так, брак что на имеет значение, супружества, и имеет значение, ну, брак, который нужно выбросить. М. То есть Хорошее дело браком не назовут. да-да-да. Так, что на физике было, когда она вот читает эту книгу? Что это за событие было на физическом плане? Ну, что-то она делает, какие-то шары черные, вижу, или символы в этой книжке вот так двигаются. То есть она какую-то черпает информацию с какой-то книги Мгм. магической. Мгм. Так, видит Лидия эту ситуацию? Хочет она отменить это делать? Да, она так оглядывается, смотрит на это все, на эту черную пластину. Мгм.
И эта Хорошо. пластина кому-то принадлежит в секторе интерферентов, она кому-то отдает. Мгм. Появляется такой огромный динозавр, и он берет. Мгм. Хорошо. Приказываем пусть этому динозавру забирать все его воздействия, все его энергии его же руками, Я отдает ему вижу, карму. как Мгм. Лидия вот так берет эту книжку, раз, и смотрит, а обложка черная, и она буквально Мгм. встает и выходит. И Мгм. контракт, вижу, она что-то так пишет. Что это за контракт? Так, сейчас, Ага. сейчас, сейчас, что это она пишет? Мгм. Такие, там есть как пространство, отсюда выходят черные, как писульки такие, Мгм. а с сектора, и возвращается ее энергия. Она говорит, что она возвращает чистоту своего разума. И я вижу, как ее чистый разум вернулся, как она это убирает, а это вернулось. Я вижу, она вот так раз об колено эту книгу разломила на двое, и одну половину этой книги отдала этому динозавру, а другую в сектор магии. Оно ушло. Я ей передаю, чтобы она уничтожила этот эгрегор магический в ее пространстве. И все подключки я вижу к большому пальцу левой ноги, такая черная подключка, чтобы она это уничтожила и убрала все эти подключки к магическому эгрегору. И я вижу, когда она впервые присоединилась к нему, вижу малюсенький ребеночек, и мама целует в лоб и плюет, то есть делает какой-то ритуал. Я Мгм. передаю, чтобы она поговорила Отор с мамой Мгм. и не принимала эту магию, отказывалась принимать ее пространство, подчиняться. И я вижу такая маленькая, это не холосо. И пальчиком вот так, это не холосо. Говорю, Мгм. да, это нехорошо. Да, чтобы Лидия сейчас, если она хочет, пусть зайдет в это. Ребеночек больной был, что ли, то ли с температурой что-то связано, то ли с глазом. То есть мама что-то сделала. Чтобы Мгм. она отменила это подключаться, согласие, подключаться к этому эгрегору и убрала его. Мгм. Пусть она это сделает, откажется, отторгает эти касания с антимир. Да. Мгм. Хорошо. Да, и я вижу, как получается какая-то как подушка, вот как будто бы Мгм. подушкой кто-то кого-то душит. Это она это притянулась. Я ей передаю, чтобы она уничтожила все эти магические ритуалы, которые над ней проводились, и вообще все соприкасания с магией. И она отсюда Мгм. просто вылетела, как ангел, быстро-быстро полетела. И сейчас показывает, а у нее ничего нет уже, этих имплантов. Я передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей любые упоминания о магии в ее пространстве. Этого просто нет. Мгм. Хорошо. Пусть стирает всю эту информацию чужеродную, эти оставляет и опыт, очищает пространство, поднимается вверх, наполняется энергией жизни, гармонией, любви, гармонизирует ее пространство, восстанавливает ее суверенитет. Она вот так снова радуется, лицо такое счастливое, и как будто бы дверь, вот так окно вот так открыла в сектор будущего. Оно так открылось, и эта капсула а, просто отваливается. Она радуется так. И вот это идет информация, что перст Божий– это вот это совершенное творение Первотворца, оно уже у нас присутствует, оно уже есть. Просто это нужно принять и радоваться.
Мгм. Она нас благодарит. Мгм. Хорошо.